Сеул 2025. Есть что-то особенное в отношениях Ким Тэхёна, Ви, и Чон Чингука, двух участников BTS, известных своей дружбой с самого дебюта. Но со временем эта близость переросла в нечто гораздо более глубокое. Если отношения знаменитости обычно кажутся лишь поверхностными, часто выглядя как формальное взаимодействие перед камерами или часть работы, то, что мы видим между Тэхёном и Чингуком, выходит далеко за рамки этого. Они излучают искреннее тепло, связь настолько реальную, что многие считают их связь не просто обычной дружбой. Среди суматохи корейского мира развлечений, полного софитов, слухов и постоянного давления, редко можно увидеть двух крупных деятелей, которые осмеливаются показать самую человечную сторону своей связи. Тэхён и Чингук демонстрируют это по-своему, не громкими заявлениями или чрезмерно сладкими словами, а маленькими, но постоянными жестами, которые, будучи замеченными, создают прекрасную картину привязанности, преданности и искреннего уважения. Один из недавних моментов, привлекших внимание общественности, произошел, когда Чингук признался, что его день рождения не кажется ему таким уж особенным. Он упомянул, что день рождения — это просто день рождения, день, который просто прошел без особого смысла. Многие фанаты были шокированы этим признанием, ведь дни рождения обычно являются большим событием для идолов, наполненным праздниками, подарками и любовью фанатов. Но всего день спустя, на престижном Paradise Art Night 2025 мероприятии, которое должно было быть полностью в центре внимания, Тэхён сделал другое заявление. Вместо того, чтобы самому наслаждаться вниманием, он попросил всех обратить внимание на Чингука и отпраздновать его день рождения. Жест Тэхёна вызвал невероятную теплоту. Присутствующие журналисты не могли сдержать улыбок, а фанаты, наблюдавшие за трансляцией в прямом эфире или через социальные сети, были глубоко тронуты. В то время, когда он мог бы легко поглотить все внимание сам, Тэхён вместо этого разделил его, или даже полностью отдал Чингуку. Дело было не только в дне рождения, это было послание с гораздо более глубоким смыслом. Чингук был для него кем-то невероятно важным. Настолько важным, что он хотел разделить один из самых важных моментов своей жизни с тем, кто ему дорог. И если оглянуться назад, то это был не первый подобный момент. Их близость уже давно очевидна во многих отношениях. Например, когда Чингук решил раскрыть свой личный аккаунт в Instagram, который он долгое время скрывал. Для многих знаменитостей личный аккаунт — это безопасное пространство, которое они тщательно оберегают. Но причина, по которой Чингук наконец открыл свой, была проста. Тэхён хотел провести с ним прямую трансляцию. Не раздумывая, Чингук исполнил его желание, хотя это означало пожертвовать частью своей личной жизни. Этот момент, каким бы незначительным он ни казался, имел огромное значение. Он продемонстрировал огромное доверие. Чингук не просто впустил Тэхёна в свое личное пространство, но и охотно позволил всему миру увидеть его другую сторону, просто потому, что Тэхён этого хотел. И как милый, но тонкий знак, Тэхён стал первым подписчиком этого аккаунта. Жест, который может показаться обычным для посторонних, но для тех, кто понимает их отношения, это был символ искренней любви и поддержки. Их связь также видна в моменты, которые кажутся совпадением, но кажутся слишком идеальными, чтобы списать их на простую случайность. Один из таких моментов был, когда их обоих засняли на камеру в одной и той же культовой футболке с надписью «Суетерт» в один и тот же день. Тэхён в то время был в Корее на концерте Бруно Марса, а Чингук — в Лос-Анджелесе на съемках клипа на песню «Севен». Мир развлечений полон совпадений, но надеть футболку бренда, созданного специально для пар, в один и тот же день показалось слишком уместным, чтобы быть случайностью. Поклонники заполонили социальные сети обсуждениями, называя это посланием на расстоянии. Их близость также очевидна в том, как они проводят личное время. После напряженных графиков, которые сделали их объектом внимания всего мира, Чингук выступал на чемпионате мира по футболу FIFA в Катаре, а Тэхён занимался личными делами. Они решили забронировать частную виллу в отеле Paradise Отель только для себя. Это решение показало, как, несмотря на всю суету и шум своей карьеры, они по-прежнему ценили время, проведенное вместе. Не останавливаясь на достигнутом, они однажды устроили прямую трансляцию из машины.
Со стороны это могло показаться просто двумя людьми, слушающими музыку, но мелочи. Тэхён теребил телефон и дразнил Чингука, играя шторками в машине, показывали, насколько естественной была их близость. Еще более трогательным было то, что после той трансляции, вместо того, чтобы отправиться домой отдыхать после долгого дня, они решили пойти в свой любимый корейский ресторан барбекю. Несколько дней спустя они вернулись снова, на этот раз с Чимином. Для многих поклонников это было знаком того, что они хотели сначала насладиться этим местом вместе, прежде чем делиться им с кем-то. Еще небольшой жест, но полный смысла, показывающий, как они ценят свое личное время. Есть также одна история, которая растрогала многих поклонников. Тэхён однажды отправил Чингуку сообщение, в котором сказал, что очень скучает по нему и хочет поскорее увидеться. В ответ Чингук сделал нечто поистине трогательное, он проделал долгий путь, чтобы увидеть Тэхёна. У них не было никакого официального расписания, никакой рабочей повестки, только личное решение, рожденное тоской и заботой. Это доказало, что для Чингука присутствие Тэхёна было настолько важно, что он был готов на все, чтобы быть рядом. Их история не заканчивается на сладких моментах, когда они свободны для встреч. Даже во время службы в армии, когда многие гадали, как они переживут разлуку, их общение по-прежнему отражало необычайную близость. В одной из прямых трансляций Тэхён пошутил о том, что снова побрился на лысо, чтобы снова поступить в армию, но реакция Чингука сказала все. Он тут же ответил с легким раздражением, хотя и пытался скрыть это смехом. За шуткой было ясно, что он не хочет снова переживать разлуку. Эта маленькая реакция, пусть и простая, показала, что к их связи нельзя относиться легкомысленно. Если собрать все эти моменты воедино, мы получим прекрасную картину — отношения, построенные на любви, уважении, доверии и преданности. Тэхён и Чингук не только поддерживают друг друга в карьере, но и защищают друг друга как личности, которым нужен кто-то, на кого можно положиться. Каждое их действие, от широких жестов до мельчайших деталей, неизменно демонстрирует глубину их связи. Что делает эту историю еще более особенной, так это то, что они показывают все это без преувеличения, никаких громких заявлений, никаких официальных заявлений, лишь череда маленьких моментов, которые, складываясь в историю любви и дружбы, кажутся невероятно искренними. История, которая вдохновляет не только фанатов, но и всех, кто ее видит. В конечном счете, то, что мы видим в отношениях Тэхёна и Чингука, живое доказательство того, что настоящие отношения строятся не только на важных моментах, но и на постоянных, значимых деталях, через искренность их взглядов, их непринужденные улыбки и личные решения, которые показывают, насколько они ценят друг друга. Их история — напоминание о том, что любовь в любой форме может войти в нашу жизнь самым прекрасным и искренним образом. И с каждым шагом Тэхёна, с каждой улыбкой Чингука они всегда будут частью одной истории — истории двух сердец, решивших оставаться связанными, что бы ни случилось.